Всем привет! Вы наверняка слышали, какие безбашенные вечеринки устраивали известные рок-музыканты. Я собрал несколько диких историй, которые происходили с музыкантами в отелях. Сегодня поговорим про то, кто взрывал унитазы, кто первым додумался выкинуть телевизор из окна и что разные музыканты делали с акулами в одном номере. Меня зовут Рома, это канал Рокабай про истории музыкантов, и мы начинаем. Начнем с группы The Who. Даже если вы не слышали их хита My Generation, то наверняка видели, как музыканты ломают гитары на сцене. Легенда гласит, что мода на это пошла именно с группы The Who, и в частности их гитариста Пита Таузенда. Однажды он играл на сцене с низким потолком и случайно об этот потолок сломал часть грифа гитары. Терять было уже нечего, и Пит доломал гитару прямо на сцене. Публике так понравилось, что Пит продолжил крушить гитары на последующих концертах, показав пример музыкантам на десятилетия вперед. И может показаться, что Пит был самым безбашенным в группе The Who, но на деле самым безбашенным был их ударник Кит Мун. Пока Пит ломал свою гитару, Кит свою ударную установку подрывал. И ударными установками это не ограничивалось. Любимым трюком Муна было смыть мощную взрывчатку в унитазе. Журналист и автор книги о Муне Тони Флетчер говорил, что увлечение пиротехникой Муна началось в 1965 году, когда он купил ящик из 500 черри-бомб, таких маленьких бомбочек. Позже он перешел от бомбочек к петардам М-80, а там и к динамитным шашкам, которые стали его любимыми. Флетчер писал, что ни туалет в отеле, ни раздевалка не были безопасными, пока у Муна оставалась взрывчатка. А пристаю к кому хочу. Это моя школа. Да, это кто сказал? Я сказала. Я. Ты что, сумасшедшая, что ли? Бежим отсюда. Мун настолько любил взрывать унитазы, что однажды, уже по пути в аэропорт, он развернул машину и вернулся в отель. Поднялся в номер, взорвал унитаз, спустился обратно к группе и сказал: «Фух, чуть не забыл». Во всяком случае, так гласит легенда. Интересно, конечно, не из-за этого ли бомбочки и другие петарды в Штатах запретили уже в 1966 году, через год после того, как Мун начал заниматься этим делом. Но, разумеется, Муна тот запрет не остановил, и в 1967 году в отеле Holiday Inn он устроил одну из самых известных рок-вечеринок, на которой, конечно же, была взрывчатка. Боже, какой блаженство. В тот день у Муна был день рождения, ему исполнялся 21 год. Вечеринка была запланирована на вечер, потому что The Who сперва должны были отыграть концерт. Говорят, что ко времени начала выступления Мун уже был порядочно пьян, и по возвращению в отель он первым делом взорвал унитаз. После начал бросаться в гостей праздничным тортом, а потом вовсе стал крушить номер. Разумеется, управляющие гостиницы вызвали полицию. Когда полиция наконец прибыла, Мун снял с себя одежду, запрыгнул в машину и въехал на ней в бассейн отеля. Где-то между дестроем в номере и моментом, когда его забирали в полицию, Мун поскользнулся на куске марципана и выбил себе передние зубы. Не знаю, отвезли его сперва в участок или сразу в больницу, но говорят, что к врачам он попал еще будучи сильно пьяным, поэтому ему не смогли сделать анестезию и лечили прямо так. Что в итоге? Мун не досчитался нескольких зубов, менеджмент группы нескольких десятков тысяч долларов, а группе The Who навсегда запретили заселяться в гостиницу Holiday Inn. Выбрасывать телевизор из окна отеля стало каким-то рокерским клише, про которое уже даже пишут песни. Так, например, в песне Rockstar Post Malone строчка как раз посвящена этой традиции. А в видео показаны кадры с самого первого полета телевизора. Удивительно, но на том видео был не Кит Мун. The Rolling Stones в 1972 году наконец-то приехали на гастроли в Штаты. Мало того, что их не было в Штатах 3 года с 69-го, так они еще и приехали с новым альбомом Exile on Main Street. Если вам это название ни о чем не говорит, то знайте, что музыкальные издания часто ставят этот альбом на первое либо второе место среди альбомов группы.
В общем, событие было знаковым, поэтому группа решила снять о туре фильм и позвала Роберта Франка, знаменитого на тот момент фото- и видеографа. Франк ездил с группой на протяжении всего тура и, среди прочего, оказался с ними в Continental Hyatt House в момент, когда те стояли у истоков традиции. Я так устал от всего этого говна, и вот именно поэтому... Не знаю, специально для фильма или просто по фану, но Кит Ричардс и саксофонист группы Бобби Кис схватили телевизор и сбросили его с балкона номера на 10-м этаже. Забавно, что тот документальный фильм так и не вышел в широкий прокат, а публике доступен только этот отрывок. Группа решила, что на видео попало слишком много порочащего их материала и запретила Франку выпускать фильм. Франк с этим не согласился, и дело дошло до суда. В итоге суд встал на сторону группы и запретил фильм к показу, кроме случаев, когда фильм будет демонстрироваться в присутствии режиссера. К слову, идею с телевизорами Кит Мун потом все-таки подхватил и в 1972 году уже выкинул несколько телевизоров из окна отеля где-то в Лос-Анджелесе. Во всяком случае, так в своей автобиографии пишет Памела Дебар, которая в то время лично общалась со многими музыкантами. Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто авторитета местного. Готов поспорить, что вы не запомнили название отеля из предыдущей истории. И я, честно говоря, тоже ничего не запомнил. И все дело в том, что те отели ничем не отличались от любых других. Поэтому под занавес давайте поговорим про отель, который стал знаменитым не только за то, что в его номерах кто-то устраивал дебоши и вечеринки. Хотя из-за этого тоже. В 1964 году The Beatles в рамках мирового турне приехали в Сиэтл, в Штаты. В то время битломания была в самом разгаре, а это значит, что битлам было очень сложно найти для себя отель. Остальных постояльцев буквально приходилось ограждать от шумных толп битломанов, поэтому многие отели просто отказывали группе. Тогда, в 1964 году, вероятно, единственным отелем в Сиэтле, который согласился принять группу, был Edgewater Inn. Он построен на пирсе прямо над заливом, чем руководство отеля поначалу и завлекало туристов. Можно было арендовать удочку на ресепшене и пойти рыбачить прямо из своего номера. Так, собственно, и появилась знаменитая фотография с битлами, которые рыбачат из окна. Битлз были скромными рокерами, и кроме фотографий в номере больше ничего не сделали. Сам номер, разумеется, с тех пор называется номером Битлз. Судя по всему, из-за известности, которую Битлз принесли этому отелю своей невинной фотографией, 5 лет спустя, в 1969 году, в Edgewater Inn решили заселиться Led Zeppelin. Им тоже рассказали, что в номере можно рыбачить, чем вскоре и занялись барабанщик Джон Бонем вместе с менеджером группы Ричардом Коулом. Они поймали несколько маленьких акул и повесили их в шкаф на вешалке. Говорят, что эти акулы еще использовались во время вечеринок, но подробности такие мерзкие, что если вам интересно, вы можете погуглить The Mud Shark Incident. Когда группа выезжала из отеля, администрация не нашла в номере ничего, кроме акул. Всю мебель группа выкинула из окна в воду. Разумеется, менеджменту группы пришлось за все это заплатить, а группе и вовсе запретили селиться в этом номере. Сам номер, разумеется, с тех пор называется номером Led Zeppelin. Два года спустя, в 1971-м, в Edgewater Inn заселились Black Sabbath. Им показали номера, в которых жили Beatles и Led Zeppelin, и предложили взять удочки на ресепшене. Оззи тут же взял удочку и пошел рыбачить прямо перед концертом. Осборн поймал маленькую акулу и решил положить ее в ванную на время, пока он будет на концерте. Конечно же, он не знал, что акулы могут дышать только пока двигаются, и по возвращению в номер нашел свою акулу мертвой. Вы думаете, он просто выкинул ее обратно в залив? Нет, он решил ее разделать, но в итоге только уделал весь номер акульей кровью и кишками. В другой день гитарист группы Тони Айоми решил подшутить над ударником группы Биллом Вордом, который жил этажом ниже, прямо под номером Айоми. В тот день у Билла было открыто окно, и Тони про это отлично знал. Он поймал акулу, почему-то все они ловили акулы, раскачал ее и закинул в номер к Биллу. Билл такого сюрприза не ожидал. Он, разумеется, заорал, но нашел в себе силы выкинуть акулу обратно в воду. Правда, номеру это уже не помогло, и он все равно провонял рыбой.
На удивление, Black Sabbath больше ничего не натворили, и их не пришлось выгонять со скандалом. Сам номер, разумеется, с тех пор воняет рыбой. называется номером Black Sabbath. Уж не знаю, связано это с теми группами или нет, но рыбачить в номерах этого отеля больше не разрешают. Удивительные истории на этом не заканчиваются, и мы еще обязательно про них поговорим в следующих видео. Чтобы не пропустить новый выпуск, подпишитесь на канал. На этом все. Расскажите в комментариях, понравился ли вам такой формат выпусков и про какие группы хотели бы послушать еще. Всем всего хорошего. Пока.